прекрасном замке жила королева. Родилась у нее дочь, о которой она мечтала. У ребенка были черные волосы и белоснежная кожа. Поэтому и назвали ее Белоснежка. Вскоре королева умерла. Недолго горевал король. Через год он привез во дворец новую королеву. Была она красивая, но злая. С собой женщина привезла волшебное зеркальце. Каждый день она любовалась в нем своим отражением и задавала ему один и тот же вопрос: кто красивее всех на свете? Зеркало всегда говорило только правду, поэтому оно честно восхваляло красоту королевы, и женщина сияла от счастья. Белоснежка росла, и с каждым годом ее красота расцветала все ярче. И вот в очередной раз, говоря с зеркалом, королева услышала в ответ, что теперь не она красивее всех на свете, а Белоснежка. Терпеть такое в собственном дворце королева не собиралась. Она приказала верному слуге завести принцессу в непроходимую чащу и убить. Но не смог слуга даже ради королевы убить милую девочку. Он привел принцессу в темный лес и отпустил. А сам вернулся в замок и сказал королеве, что выполнил ее приказ. Долго принцесса бродила по лесу, по дороге ей помогали всякие лесные обитатели. Белоснежка была очень добра к ним, и поэтому они сильно подружились. К вечеру принцесса случайно наткнулась на маленький домик. Она зашла в него и увидела, что в доме никого нет. На столе было накрыто на 7 человек, а в спальне стояло 7 кроваток. И все в этом доме было очень маленьким. Поэтому Белоснежка поняла, что здесь живут 7 маленьких человечков. После долгой и трудной дороги она прилегла на одну из кроваток и крепко заснула. Поздно вечером домой вернулись 7 гномов. Они сильно удивились появлению неожиданной гостьи. Спящая Белоснежка была так очаровательна, что гномы решили дать ей поспать и не стали ее будить. Наступило утро. Белоснежка проснулась, увидела 7 гномов и испугалась. Но они были ласковы с ней, и девочка рассказала о своей беде. Белоснежка им сразу понравилась, и гномы предложили ей остаться жить у них. Тем более, что она согласилась взять на себя заботы по дому, готовить еду, стирать и убирать. Каждое утро гномы уходили в горы добывать золото и драгоценные камни, а возвращались поздно вечером. Уходя на работу, они предупреждали Белоснежку, чтобы она опасалась злой мачехи и не открывала двери незнакомым людям. В это время королева, как обычно, отправилась в тайную комнату, чтобы поговорить с волшебным зеркалом. Но зеркало внезапно сказала, что не она красивее всех на свете, а Белоснежка, что принцесса по-прежнему жива и живет у гномов в домике. Королева сильно разозлилась и решила сама разобраться с Белоснежкой. Она отправилась в потайную комнату и приготовила там ядовитое-приядовитое яблоко. Было оно снаружи очень красивое, но если бы кто-то съел хотя бы кусочек, то непременно бы умер. Когда яблоко было готово, королева переоделась в старую торговку и пришла к дому гномов. Увидев милую старушку, Белоснежке стало жалко ее. Она ничего не заподозрила и вышла из дома. Старушка угостила девочку спелым яблоком и сказала, что если она съест это яблоко, то навсегда останется молодой и красивой. Белоснежка поверила ей. И только она надкусила яблоко, как упала замертво и перестала дышать. Довольная королева отправилась во дворец. Вечером гномы вернулись с работы и увидели Белоснежку, лежащую на земле. Она не дышала. Они так громко рыдали и причитали, что их плач услышал прекрасный принц, который охотился в лесу неподалеку. Стало интересно ему, что это за вой такой поднялся, что распугал всех зверей. И когда королевич нашел дом гномов, то увидел Белоснежку. Она была такая красивая, что молодой принц сразу же влюбился в нее. Он уговорил гномов забрать ее с собой в замок, ведь там у него есть доктора, которые смогут вылечить Белоснежку. Гномы разрешили. Тогда королевич велел своим слугам нести принцессу на плечах.
И когда они несли ее, случилось так, что слуги споткнулись о какой-то куст, и от сотрясения кусок ядовитого яблока выпал изо рта Белоснежки, и она очнулась. Увидев молодого принца, девочка тоже полюбила его и согласилась выйти за него замуж. На свадьбу они пригласили и злую мачеху. От злости, что Белоснежка еще жива, и что теперь ее ждет долгая и счастливая жизнь, королева разбила волшебное зеркало и больше никогда в него не смотрела.